Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2024 года. Первая неделя года. Давайте узнаем у карт. И у нас сегодня колода 78 дверей. Принципиальное значение двери имеют. Открыты они или закрыты. Или какой ключ нам подобрать. Вот давайте мы узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака на предстоящую неделю. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки вы определенно получите, мои дорогие. Я поздравляю вас с Рождеством, с Новым годом. Будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие представители знака зодиака Девы. Это так важно. Первая карта, которую мы достанем, что важно знать, чем вы будете заниматься или что будет для вас в приоритете на неделе. Чего не избежать или неожиданности, как видят карты. Чему сейчас не время или, может быть, те двери, в которые не стоит ходить. Или что нам может помешать. А что вам будет помогать? Что радовать? Достанем карту, что скрыто. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику, что с финансами. И личная жизнь, как видят карты. Итак, что важно знать? Ага, двойка жезлов. Может быть, есть ситуация, которой сложно разобраться. С другой стороны, это может быть буквально ваше любопытство к какому-то делу, конкретному вопросу, и вам захочется поподробнее узнать, изучить. У нас как будто девушка проходит через двери, телепортируется. Нет как таковых закрытых дверей. И даже если они закрыты, вы просочитесь буквально, мои дорогие девы. Одним словом, для вас нет ничего невозможного. И если нужно, словно и вашим, и нашим, у вас это тоже получится. Видимо, обстоятельства, ситуация вокруг вас могут складываться таким образом, что, какая-то двойственность, ее мы не можем отменить. Поэтому или определиться с чем-то нужно, но, может быть, и определиться пока еще сложно. Есть взаимодействие, есть контакты, есть по двойке жезлов абсолютно точно. В чем-то ваш интерес что-либо узнавать, либо это может быть еще та информация, когда то, что было скрыто, становится явью. И от этой информации, может быть, вы в дальнейшем будете отталкиваться и что-то планировать. Я такое тоже могу предположить. Давайте неожиданности посмотрим. Да, тут... А вот, например, предложение руки и сердца даже для тех, кто не ожидал. Бывает такое, если вы какое-то время встречались, или была какая-то, ситуация, которая, может быть, вы даже отношения не воспринимали. Для кого-то такое может проиграться, что это все очень серьезно. Была дружба, например, а тут вам человек признается в любви и скажет: давай жить вместе, правда. Или вы сами придете к такому выводу, что пора, как будто, да. Десятка кубков может означать и о финансовом благополучии. Это все-таки 10, это как вершина, это как какой-то итог, который приходит к вам. Это карта радости, это карта счастья, это карта благополучия, где-то процветания, когда вообще не только хорошее настроение, когда много возможностей. Нам изображена пара, и врата как будто открыты, и двое именно в этих вратах стоят, и много поздравляющих. Но правда, какая-то радость и счастье приходит в вашу жизнь. По крайней мере, будет как минимум один способ, возможность чему-то порадоваться. В первую очередь за себя самого или саму. Чему сейчас не время? Девятка пентаклей. Да нет ничего того, чему бы сейчас не было времени. Девятка пентаклей – ваша сильная позиция. И вы сами решаете, кому эти двери открыть, а кого не впускать на свой порог. Буквально, может быть, вы будете как раз анализировать. Может быть, от услышанной информации это будет зависеть. А может быть, еще какие-то обстоятельства дела. К примеру, если вы хотели менять жилплощадь или что-то улучшать, тут тоже, повторюсь, все решаете вы, поскольку сильная позиция, как будто от вашего решения что-то будет зависеть. Но я бы не сказала, вот, к примеру, если у нас двойка жезлов, что мы достали деньги буквально из кармана и сказали: вот возьмите, да, или, может быть, на этой неделе осуществлять какую-то куплю-продажу, мои дорогие. Хотя 2 числа Меркурий выходит из ретро-движения, но все-таки
Повременить до окончания всех праздников определенно стоит. Может быть, что-то еще прояснится, может быть, вы найдете лучший вариант. Вот деньги, наверное, все-таки тратим аккуратно. Хотя по этой карте, эта карта, повторюсь, когда и деньги в порядке, когда и благополучие, когда и дом полная чаша, когда все стабильно, прогнозируемо, но, может быть, какая-то рациональность, она все-таки будет нужна. Но, повторюсь, нет как таковых преград или то, чтобы вам помешало. Все в ваших руках, все в вашей власти. Что будет помогать? Туз жезлов – это карта возможностей. Посмотрите, у нас маг-волшебник изображен, который стоит возле дверей. Дверь закрыта, но он пассами как будто умеет ее открывать. Он знает этот ключ. Или, может быть, это такт какой-то, который... или в такт произносимые слова этим волшебником. Одним словом, вам помогает как будто то, что, как вы знаете, или отчасти интуиция, может быть, какие-то сложившиеся удобные обстоятельства, новости, информация. Мои дорогие, тут что-то складывается в вашу пользу, и это вам помогает. Наверное, по тузу жезлов это сама по себе какая-либо возможность решить тот или иной вопрос. Правда, все карты просто шикарные. И причем так, как вы это где-то хотите. Что скрыто? Приятные эмоции. По королеве кубков нет такого чего-то нарочито скрытого, но совет присутствует, слушая интуицию. Собственно, нам об этом уже сказали. Может быть, что скрыто. Есть иногда по этой карте такое значение, как иллюзорность. Или когда нам обязательно мы представляем, что бы мы хотели иметь, чего бы мы хотели осуществить. И где-то замечтаться мы можем. А у вас на пороге, посмотрите, десятка кубков, девятка пентаклей и туз жезлов. Какая-то вполне определенная конкретика. С другой стороны, иногда эта карта означает ожидание. Что скрыто? Может быть, какие-то вопросы в вашей жизни. У кого-то в личном плане, хотя у кого-то может быть и по части вашей недвижимости, имущества. Когда много эмоций, недорациональности, так и правда в нашей жизни бывает. Для кого-то из вас это может быть, буквально любовь вашего партнера, внимание, нарочито чего-то скрытого. Я, по крайней мере, в этих картах не вижу, потому что ваша позиция очень сильна. И нам в самом начале сказали, даже то, что скрывают, вы как будто или просчитать, или предвидеть можете. Нет того, чтобы вам фактически помешало на этой неделе. Дела, работа, бизнес. Хотя вам так может казаться, потому что карта Луна выпадает, дела, работа, бизнес, 1000 неопределенностей. Будьте рациональны. Если правда, помимо вашей воли, складываются таким образом обстоятельства вашей жизни, что вы сейчас не можете подписать какой-то документ. В целом эта неделя не самая удачная для какой-то продуктивной работы. Праздники, правда, многое закрыто, имеют короткие дни работы или часы какие-то сокращенные. Поэтому сказать, что мы что-то начали и тут же закончили, я не могу. И, может быть, поэтому нам карта Луна говорит, это сейчас, вот именно какой-то узкий период времени выглянет Солнце и все встанет на свои места. Для вас сейчас важнее сохранять свои позиции. И есть, видимо, и то, что вы пока не знаете, не видите. С другой стороны, если мы конкретно про карту, у нас показаны двери, да, и двери у нас закрыты. Дверь как будто под наклоном. Мы знаем, что та дверь, которая немножко под наклоном находится, ее сложнее открыть. Но это не что иное, как прообраз Пизанской башни. В данном случае башня – это как место укрытия. Это как цитадель какая-то, там, где мы можем находиться и чувствовать себя надежно. И пусть считается, что она падает уже столетия, и тем не менее стоит, наверное, прочнее, чем некоторые другие строения. И кто у нас вместо ключа? У нас изображен хамелеон. Это страж дверей. И для того, чтобы открыть эту дверь, нам нужно договориться с хамелеоном. Дела, работа, бизнес. Вот где-то как манипуляции вокруг вас могут быть. И вам-то надо именно в тех же энергиях быть. Быть хамелеоном, мои дорогие, буквально вот по этой карте советуют. Подстраиваться под ту ситуацию, которая будет развиваться. Не должно быть противодействия. Значит, если вы сталкиваетесь, аллегорически говоря, с теми людьми, которых мимикрией страдают, значит, и вам нужно точно так же что-то свое, может быть, не говорить, не проболтаться.
Или какой-то свой план важный не озвучить. У нас ведь с этого все началось, что девушка телепортируется через двери. И она, кстати, изображена очень удивленной. Я надеюсь, это будет сейчас видно. Как будто то, что она услышала или увидела, ее несколько шокировало. Вот может быть такая новость для вас, когда на какой-то момент даже стопор, как я не знаю, как поступить. И здесь-то вот будьте готовы, в принципе, к неожиданностям. Вы не должны собой рисковать, вот чтобы подвести итог. И попасть как будто в эту башню вам будет очень важно. Сохранять все то, что вы имеете. Эта карта больше, хорошо и лучше, как бы с плюсом отзывается в решении тех вопросов, которые касаются нашей семьи, нашего имущества, когда все направлено именно на сохранение, на стабильность какую-то. Но если в позиции дела, работа, бизнес, не форсируйте на этой неделе ничего. Плывите по течению, ну где-то будьте хамелеоном, а что поделаешь, если другого не остается. Это не постоянно. Пройдет какое-то время, и все встанет по своим местам. Может быть, поэтому нам карта говорит, с деньгами будь аккуратен. Не соглашайся на что-то быстро. Тут надо просчитать. Может быть, и подождать. Эмоции не лучший подсказчик. А вот интуиция – это как раз к месту. Финансы. Королева жезлов. Ну, стоит она у нас в превосходной арке такой, да. Это как врата в виде цветов. И вообще это карта успешности, это карта, когда наши планы осуществляются. По этой карте деньги есть, деньги будут. Как раз королева жезлов наиболее удачлива в решении вопросов, дела, работы, бизнес и деньги. Но, посмотрите, она и держит как будто корзину с плодами. Поэтому это карта благополучия, благосостояния. И когда у нас удается осуществить то, что мы планировали. Но нет здесь какого-то импульса, здесь тоже нет реванша. И по королеве жезлов она всегда умеет сохранять как свои планы, так и чужие. Сохранять тайну, секреты и пользоваться информацией для себя очень рационально. Поэтому явно вы что-то услышите, узнаете на этой неделе, что в последующем можете каким-то образом переложить на свою историю и даже как-то улучшить финансовую ситуацию. У кого-то это может означать, предположим, в коллективе вашем, на работе кто-то увольняется, а вы не прочь были бы или хотели даже занять именно эту должность. И тут как оказия. И тут важно будет как и не проболтаться, так и в свою пользу что-то, как дорожку проложить. И вот и придется быть хамелеоном. Или подобная какая-то ситуация, может быть, в иной сфере жизни у вас тоже может сложиться. Так или иначе, это будет для вас какой-то плюс, и плюс еще и по финансам. Или что-то удачное, правда, по недвижимости, по имуществу. Что в личной жизни, да, дважды все в вашей власти. Карта Верховная Жрица – это та, которая все знает. Это та, которая обладает интуицией. У кого-то это может быть, конечно, как знаете, в личной жизни есть тот человек, о котором вы не хотите афишировать. Или это просто может, как карта совет, не рассказывая себе много. В частности, как дела дома, какие у тебя планы, может быть, на переезд, если таковой имеется. Точно, тут ничего не озвучивать не стоит. Это карта молчания, молчание золота. С учетом карты Луна, то, что мы не сказали сегодня, завтра мы говорим себе спасибо. И я говорила по королеве жезлов, она тоже умеет хранить секреты. Что-то афишировать не стоит, мои дорогие. Вам нужно быть вот этим магом и волшебником, чтобы взмахами рук, ну так, аллегорически говоря, открыть любые двери. Для вас информация – это, знаете, как ваша надежность, это как ваши возможности, это ваш ключ, который вы только знаете, вот как по карте Верховного Жрица. Или этот ключ будет касаться именно личной жизни, какой-то вашей любовной истории. Но старший аркан Верховная Жрица не только про любовь. Личная жизнь – это какие-то достижения, и поэтому вполне вероятно, это может относиться и к работе, с учетом тем более карты Луна. Слушайте интуицию и, правда, будьте где-то немногословны. Вас могут пытаться разговорить, но есть то, что вы можете случайно узнать и именно самому себе или самой себе как-то переложить на свою позицию, себе на пользу дважды, если не трижды. Как будто, посмотрите,
изменения во всех сферах жизни у вас могут произойти, ну, наверное, в ближайшее время. Может быть, меняться будет что-то одно в одной сфере, но это потянет за собой как и финансы, так и изменения какой-то вашей личной истории, планов, достижений. Давайте мы с вами достанем карту «Совет». Очень интересная позиция у вас, мои дорогие девы, с такими возможностями удивительными. И правда, я бы сказала, чего-то не прошляпить. Тут, знаете, надо превратиться как, ну, когда я все слышу, когда я все вижу, когда я все подмечаю, мимо меня мышь не проскочит. Вот как по этой карте, по девушке, которая сквозь двери может пройти и все узнать. Итак, карта «Совет». Вы будете на этой неделе решать, как вам взаимодействовать с вашим окружением. У нас человек показан, который либо закрывает, либо открывает грот. Либо он придвигает камень, либо он, наоборот, его отодвигает. И вот вам с кем-то придется, видимо, ну, так вот быть немногословному, словно закрыться. А с кем-то вы можете как раз обсудить какой-то вопрос. Я так подозреваю, ваши близкие, родные. Хотя, кто знает, может быть, и есть и тот человек, который будет вам способствовать, если мы говорим получение должности новой или какие-то ориентиры вот в этом направлении. По работе тут тоже вроде бы карта Луна, но в данном случае для вас, с учетом королевы жезлов, это для кого-то может быть минус, мои дорогие девы, а для вас эта обстановка может проиграться в плюс. Вот будьте внимательны. Поэтому и молчание где-то надо хранить, понимаете? Тут что-то обыграть себе на пользу, так вот красиво, элегантно у вас может получиться. И поэтому карта говорит, семеркой жезлов мы как раз нейтральную позицию всегда занимаем. С позиции стороннего наблюдателя. Никому не говорим ни да, ни нет. Уходим от каких-то обязательств, обещаний. Больше манипуляции. Вот как этот грот. Не то открыть, не то закрыть. Чтоб никто не догадался, никто ничего не понял. Но так, видимо, для вас будет лучше. Вам самим так будет более надежно. Может быть, и в последующем, когда изменятся еще обстоятельства, вы потом себе поблагодарите, что на что-то не согласились, потому что другие какие-то возможности, более перспективные, вам в последующем могут открыться. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.